В этом фильме мы будем говорить о разрыве между Римом и Константинополем и о том, каким печальным последствиям привел этот разрыв. Рим – вечный город, где церковь была основана апостолами Петром и Павлом, к XI веку представлял собой главный центр христианства на Западе. Епископ Рима пользовался первенством чести во всем христианском мире. К началу второго тысячелетия христианский мир формально все еще представлял собой единое целое. В диптихах, официальных списках глав церквей, первое место занимал римский папа, второе – Константинопольский патриарх. Но углубление политических, культурных, богословских и обрядовых разногласий между Римом и Константинополем становилось все очевиднее. Патриархи, по большому счету, находились в полной зависимости от византийских выселенцев. Папы, напротив, сами решали, подчиняться или нет указам императоров, а то и вовсе открыто выражали свое несогласие с Византией. К этому времени о политическом единстве уже не шло и речи. Византийский император-иконоборец Лев III Исавр еще в 732 году отнял у римского папы епархии Южной Италии и отдал их в подчинение Константинопольскому патриарху. Это решение на Западе восприняли с негодованием. Утешил Рим франкский король Пипин Короткий. Он подарил папе Стефану II земли в Северной Италии, на территории бывшего Равенского экзархата. Здесь была сформирована папская область. Таким образом, в руках папы сосредоточилась и светская власть. В 800 году папа Лев III короновал Карла Великого в качестве императора Священной Римской империи. По сути, с этого момента отношения с византийским императором, носившим аналогичный титул, были разорваны. Культурное отчуждение во многом было обусловлено тем, что в Восточной Римской империи говорили на греческом языке, в Западной – на латыни. На Востоке читали Платона и Аристотеля, на Западе – Цицерона и Сенеку. Главными богословскими авторитетами Восточной Церкви стали отцы эпохи Вселенских соборов – Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский. На Западе же наиболее читаемым христианским автором оказался блаженный Августин, которого на Востоке, кстати, почти не знали. В течение всей эпохи Вселенских соборов на Западе постепенно формировалось учение о римском епископе как главе Вселенской Церкви, преемнике апостола Петра, получившим от него ключи Царства Небесного. Параллельно на Востоке усиливалось значение Константинопольского епископа, с конца VI века усвоившего себе титул Вселенского патриарха. Однако на Востоке Константинопольский патриарх никогда не воспринимался как глава Вселенской Церкви, тогда как на Западе Папа Римский стал восприниматься именно как тот епископ, которому должна подчиняться Церковь по всей Вселенной. Речь шла о двух принципиально различных моделях церковного устройства. Учение о папском примате неоднократно озвучивалось легатами, представителями папы на Востоке, но не встретило там сколько-нибудь серьезного отпора вплоть до появления патриарха Фотия. Более того, когда на Четвертом Вселенском соборе было зачитано послание папы римского Льва, восточные епископы единодушно воскликнули: «Петр говорит устами льва». Во многих случаях восточные епископы и богословы, не найдя поддержки в Константинополе, обращались за защитой к папе как к верховному арбитру. Главным пунктом богословского спора между церквами Востока и Запада стало латинское учение о филиокве, исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Учение о филиокве привело к внесению изменения в слова символа веры,
вместо «от Отца исходящего» на Западе стали говорить «от Отца и Сына исходящего». Выражение «от Отца исходит» основано на словах самого Христа и в этом смысле обладает непререкаемым авторитетом, тогда как добавка «и Сына» не имеет оснований ни в Писании, ни в предании ранней христианской церкви. Изменения в символ веры внесли на Толедских соборах VI-VII веков. Предположительно, это было сделано в качестве защитной меры против арианства, еретического течения, последователи которого утверждали, что Иисус Христос – творение Бога и, следовательно, не единосущен Ему. Из Испании учение о Филиокве пришло во Францию и Германию, где было утверждено на Франкфуртском соборе 794 года. Придворные богословы Карла Великого даже стали упрекать византийцев в том, что те произносили символ веры по-старому, игнорируя западное нововведение. Рим в течение некоторого времени противостоял внесению изменений в символ веры. В 808 году папа Лев III писал императору Карлу Великому о том, что, хотя филиокве допустимо, внесение изменений в символ веры нежелательно. Он даже поместил в соборе Святого Петра таблички с символом веры без филиокве. Однако к началу XI века добавление «и от Сына» вошло в практику и Римской Церкви. Различия обрядового характера между Востоком и Западом существовали на протяжении всей истории христианства. Однако только к концу первого тысячелетия на них начали обращать серьезное внимание. В середине XI века главным вопросом, по которому разгорелась полемика, было употребление на Евхаристии византийцами квасного хлеба, а латинянами пресного. В византийских провинциях Италии норманны в союзе с папами начали принуждать греков совершать обряд на опресноках. В ответ на такое притеснение греков в 1052 году константинопольский патриарх Михаил распорядился закрыть в византийской столице церкви и монастыри латинского обряда. Затем он поручил разработать богословскую аргументацию против служения на опресноках. Сочинения эти стали известны в Риме, и папа Лев IX направил своих легатов в Константинополь. С одним из авторов сочинений, монахом Никитой Стефатом, у легатов состоялся диспут в Студийском монастыре. Глава делегации кардинал Гумберт составил трактат против греческой клеветы. В этом трактате, не отвечая по существу на богословские аргументы Никиты Стефата, Гумберт обрушился на него с оскорблениями. «Ты глупее осла. Тебе место не в Студийском монастыре, а в цирке. Ты столько наблевал, что в извращении божественного учения не уступаешь скверным и бешеным собакам». В таком же духе, надо полагать, протекал и диспут в Студийском монастыре. Крайне высокомерно легаты вели себя и во время встречи с патриархом. Папские легаты настаивали на переговорах с патриархом, но патриарх, обиженный их непочтительным поведением при первой встрече, упорно отказывался от общения. Потеряв терпение, 15 июля 1054 года, когда храм Святой Софии был переполнен молящимся народом, легаты вошли в храм, прошли к алтарю и, прервав богослужение, обратились с обличениями в адрес патриарха Михаила Керулария, обвиняя его в ереси. После этого они положили на престол храма буллу на латинском языке, в которой говорилось об отлучении патриарха и его приверженцев от Римской Церкви. Затем они вышли из храма и, оттрясая прах со своих ног, воскликнули: «Видит Бог и судит». Онемевший от изумления патриарх поначалу отказывался принять буллу, но потом повелел перевести ее на греческий язык.
Когда содержание буллы стало известно народу, началось столь сильное волнение, что легатам пришлось спешно покидать Константинополь. 20 июля Михаил созвал собор из 20 епископов, на котором отлучил папу и его легатов от общения с Константинопольской церковью. Формально это был разрыв между поместными церквами Рима и Константинополя. Однако патриарха Константинопольского поддержали другие восточные патриархаты, а также молодые церкви, входившие в орбиту влияния Византии, в частности русская. Церковь на Западе со временем усвоила себе наименование католической, церковь на Востоке – православной, хотя и то, и другое наименование изначально принадлежали единой Вселенской Церкви на Востоке и на Западе. Схизма 1054 года поначалу казалась лишь одним из многочисленных недоразумений, время от времени возникавших в межцерковных отношениях. Предпринимались попытки примирить Рим и Константинополь. Но вскоре стало понятно, что разрыв гораздо глубже и трагичнее, чем можно было предположить. Весь православный Восток быстро втянулся в антилатинскую полемику, которая далеко не всегда велась на высоком богословском уровне. Так, например, преподобный Феодосий Печерский писал киевскому князю Изяславу Ярославичу о вере варяжской. «Они неправо веруют и нечисто живут, едят вместе с псами и кошками, пьют свою мочу, едят львов и диких коней, и ослов, и удавленину, и мертвечину, и медведину, и бобровину, и в пост едят мясо. Ни икон не целуют, ни мощей святых, а покойников кладут на запад ногами. Много и других злых дел, и вера их полна развращения и погибели». Образ врага создавался и на Западе. Там во второй половине XI века зрела идея крестового похода на восток для освобождения древних христианских святынь, захваченных арабами и турками. Первый крестовый поход начался очень успешно, и уже в 1098 году турки были изгнаны из Антиохии, а в 1099 – из Иерусалима. Однако крестоносцы не посчитались с тем, что на освобожденных землях продолжали жить христиане, имевшие свои церкви и своих патриархов. На их место поставили латинян. Создание альтернативной иерархии на территории, издревле входившей в состав восточных патриархатов, было демонстрацией окончательного разрыва. На Западе восточные церкви более не признавались. В 1204 году, когда в ходе Четвертого крестового похода был захвачен и варварски разграблен Константинополь, латиняне посадили своего патриарха также и на Константинопольский престол. Лишь в конце XIII века, после изгнания крестоносцев, антиохийские и константинопольские латинские патриархаты окончательно прекратили свое существование. Что же касается Иерусалимского латинского патриархата, то он был реанимирован католической церковью в 1847 году и существует до настоящего времени. Разграбление Константинополя крестоносцами 13 апреля 1204 года стало одной из самых трагических страниц не только в истории Византии, но и в истории православно-католических отношений. Рыцари-крестоносцы грабили и подвергали поруганию православные храмы, а святыни безжалостно уничтожались. Крестоносцы повествуют о захваченных несметных сокровищах – золоте, серебре, церковной утвари и драгоценных камнях, а также о том, что в разграблении города участвовали пришедшие вместе с ними латинские священники. Очевидцы происходящего так описывают эти события. «Увы, вот бесчестно повержены достопоклоняемые иконы. Вот разметаны по нечистым местам останки мучеников, пострадавших за Христа. О чем и слышать страшно, можно было видеть тогда, как божественное тело и кровь Христовой повергались и проливались на землю. Расхищая драгоценные вместилища их,
Латиняне одни из них разбивали, пряча за пазуху бывшие на них украшения, а другие обращали в обыкновенное употребление за своим столом. Четвертый Латеранский собор, созванный папой Иннокентием III, провозгласил Константинополь второй кафедрой христианского мира, воссоединившейся с Матерью Церковью. Греческим епископам было разрешено служить лишь в местах компактного проживания греческого населения, при условии, что они принесут клятву на верность папе. В места же совместного проживания греков и латинян, а также на все пустующие кафедры, собор постановил назначить латинских епископов. В конце XIII века Рим переходит к униональной, объединительной политике, обернувшейся бесчисленными бедствиями для православных. Первая церковная уния была заключена по инициативе византийского императора Михаила III Палеолога. Он надеялся таким способом укрепить свою власть и не допустить нового крестового похода. В ответ на очередное послание императора папа Григорий X предложил прислать делегацию на собор в Лионе и заявил, что перед воссоединением церквей восточные епископы должны принять филиокве и папский примат. Действующий патриарх Иосиф отказывался от унии. Тогда в Лион была послана делегация во главе с бывшим патриархом Германом. На Лионском соборе 1274 года делегаты от Константинополя подписали унию с Римом на условиях, предложенных папой. Собор завершился пением символа веры с филиокве. Большинство греческой иерархии во главе с патриархом Иосифом не признало унию. Ее противников отправляли в ссылку, сажали в тюрьмы, лишали состояния, подвергали пыткам. Но сопротивление так и не было сломлено, и когда Михаил Палеолог умер, он не был даже удостоен церковного погребения. Несколько человек ночью вынесли тело императора из дворца и зарыли в землю, как прах вероотступника. В историю православной церкви Лионская уния вошла как одна из самых печальных страниц православно-католических отношений. В римско-католической церкви, напротив, Лионский собор имеет статус Вселенского. Этот собор стал еще одним шагом на пути дальнейшего взаимного отчуждения между православной и католической церквами. Новая попытка римского папы подчинить себе православную церковь была предпринята в середине XV века. К тому времени от некогда могущественной Византийской империи оставался лишь Константинополь с пригородами, незначительная часть земель на юге Греции и несколько островов. Надеясь спасти остатки империи от неминуемой гибели, император Иоанн VIII Палеолог решился на отчаянный шаг. 24 ноября 1437 года он отправился в Италию в надежде на получение военной помощи для защиты от турок. – 9 апреля 1438 года в Ферраре открылся собор, продолжившийся затем во Флоренции. Обсуждались разногласия между греками и латинянами. Для этой цели была создана богословская комиссия. Со стороны греков в нее вошли, к примеру, митрополит Ефесский Марк и митрополит Никейский Виссарион, со стороны латинян несколько кардиналов. Официальным главой греческой делегации в течение всего собора оставался император Иоанн Палеолог, который нередко принимал личное участие в прениях. В составе греческой делегации был также и Сидор, незадолго до этого назначенный митрополитом Киевским. Ферраро-Флорентийский собор имел все признаки Вселенского собора. В нем участвовали папа и император, Константинопольский патриарх и представители других восточных патриархатов, а также предстоятель русской церкви, еще не имевшей автокефалии и входившей в состав Константинопольского патриархата. В
католической церкви этот собор признается вселенским. Однако на православном Востоке он был отвергнут, потому что от православной церкви на нем потребовали капитуляции, отказа от своей многовековой богословской традиции. После 1,5 лет напряженных богословских дискуссий латиняне поставили ультиматум. Греки должны принять латинское учение. Взамен папа пообещал военную помощь византийскому императору. 4 июля 1439 года греки передали латинянам заявление следующего содержания. Мы соглашаемся с вашим учением и с вашим прибавлением в символе, сделанным на основании святых отцов. Мы заключаем с вами унию и признаем, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, как от одного единого начала и причины. От греков потребовали также, чтобы они согласились с латинским учением о первенстве Папы Римского, чтобы называли папу викарием Христа и главой церкви, чтобы признали за ним право беспрепятственно вмешиваться в дела православной церкви. После долгих колебаний 33 представителя греческой делегации наконец подписали унию. Единственным официальным членом делегации, отказавшимся это сделать, был святитель Марк Ефесский. Нет на документе и подписи скончавшегося к тому времени патриарха Иосифа. По возвращении в Константинополь святитель Марк Ефесский написал окружное послание, в котором решительно отмежевался от ферраров Лаврентийского собора. Относительно греков, подчинившихся латинянам, святитель Марк говорил: «Надо бежать от них, как бегут от змеи, как от христопродавцев и христокупцев. Для нас папа представляется как один из патриархов, и то, если бы он был православным, а они с большей важностью объявляют его викарием Христа, отцом и учителем всех христиан. Итак, братья, бегите от них и от общения с ними». Русская церковь первая осудила унию. Когда митрополит Киевский Исидор, представлявший русскую церковь на Флорентийском соборе, вернулся на Русь спустя 2 года после окончания собора, он 5 июля 1441 года совершил богослужение в Успенском соборе Московского Кремля. За богослужением возносилось имя Папы Римского, и был зачитан акт о воссоединении с Римом. Никто из присутствовавших бояр и епископов поначалу не выразил несогласия. Напротив, по словам летописца, «умолчаша и бояре и инии мнози, еще же паче и епископы русские умолчаша, и воздремаша, и уснуша». Однако уже через 3 дня великий князь московский Василий Васильевич объявил Исидора еретиком и приказал арестовать его. «Тогда все епископы Рустии возбудишася, князи и бояре и множество христиан тогда начаша звати Исидора еретиком». Митрополита Исидора старались принудить к отречению от унии, но он остался непреклонен и бежал в Рим, где папа сделал его кардиналом. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский предали анафеме Ферраро-Флорентийский собор, назвав его грязным, антиканоничным и тираническим. В 1450 году уния была осуждена и Константинопольской церковью. Так закончилась очередная попытка Рима навязать свое господство православной церкви.